Если говорить о конструктивных особенностях этого Кинора, можно отметить, конечно, новизну для того времени. Это в первую очередь тем, что камера была буквально напичкана электроникой. То есть был синхронный двигатель, позволяющий снимать 24 и 25 кадров в секунду с синхронизацией кварцем, стабилизацией скорости вращения. И дополнительный ставился блок для того, чтобы снимать с переменной частотой съемки от 8 до 32 кадров в секунду. Механизм достаточно простой, то есть он позволял обеспечить минимум трущихся, движущихся частей, то есть мотор, который на кривой оси вращал обтюратор, и грейферный механизм. Практически все было на ремнях, то есть на резиновых, дающих мало шумов. То есть, в принципе, все было адаптировано. Относительно простой механизм, но внедрение электроники усложняло камеру и не способствовал ее надежности, потому что советская электроника того времени была не очень надежной, и поэтому приходилось постоянно эти камеры чинить, менять блоки. Еще была такая система, в ней включена, наверное, для российских условий интересная система электроподогрева. К ней подключался отдельный блок питания 24 вольта, и в камере были нагревательные элементы, которые включались, и можно было камеру подогревать изнутри и корпуса, и подогрев в кассетах. Ну, не знаю, насколько система такая была применима, практически не использовалась, очень редко. Сейчас мы попробуем ее собрать, конечно, не в полной, но в более-менее расширенной комплектации, посмотрим, как она смотрится в варианте, так сказать, для использования на штативе. Берем камеру и пождем. Для начала нужно поставить хороший штатив, такой как пингвин 3 ШКС. Потом, конечно, стал выпускаться и более современные штативы 7 ШКС, но они уже мало применялись, киношники использовали старый, добрый, надежный пингвин, способный выдержать эту камеру. Итак, устанавливаем Кинор. Приготовиться к составлению вольтрона. Зажигание включено. Температурный режим есть. Гипердавление есть. Ускорители включены. Силы вольтрона вперед! Ставим ступни и ноги. Руки и тело. Я же буду головой. Этот аппарат выглядел примерно вот так. В комплект аппарата входили сменные фильмовые каналы с рамками разного формата для обычных и широкоэкранных фильмов, поэтому устанавливаем нужную рамку. Зарядки кассет происходит в темноте. Мы вам покажем на свету, на засвеченной кинопленке. Потренируемся. То есть все очень просто. Пленка продергивается, механизм и схема зарядки в кассете очень простая, то есть только подающая и принимающая бабышка вот с таким фиксатором, который позволяет использовать несъемные бабышки. Затем кассета закрывается, защелкивается легким движением руки, и уже остальная вся зарядка, механизм происходит в самом аппарате. Опять уже на свету, вот так вытаскивается кончик пленки, он засвечивается, он продергивается между барабанами, проходит в фильмовом канале, там отжимается грейфер перед этим, и защелкиваются зубчатые барабаны. Выбирается петля. Все это очень надежно, в принципе. Схема не салатная и регулируется электроникой. То есть здесь датчик обрыва пленки, либо натяжения пленки. Вот продергиваем, нажимаем на подмотку. Нажимаем на датчик закрытия крышки и пробуем прокрутить пленку.
Все, закрываем крышку, аппарат готов к съемке. Вот уровень шума с 30-метровой кассетой. Все. Еще также устанавливается блок переменной скорости. Позволяет плавно регулировать от 8 кадров в секунду до 32. А удлиненный видоискатель — это очень хорошее было решение, позволяющее снимать с большой кассетой и наводить. Можно было навести, благодаря такому приближению, на крупную деталь, навести более детальный фокус и потом уже подфокусироваться и уже выставить нормальный кадр, какой он должен быть. То есть очень здоровская система. Вот, компендиум здесь установлен от Convos. Вообще оригинальное светозащитное устройство было раздвижным и устанавливалось на таких длинных рожках. Их, к сожалению, нет в комплекте. Так примерно вот аппарат выглядел так. Внушительно. Действительно, с такой камерой чувствуешь себя кинооператором, а не просто видеографом. Но это, конечно, штативный вариант. Но я знаю, что из такой кассетой снимали из плеча. Просто поражающе таким людям, которые работали раньше. Тут с трудом-то передвигаешь такого монстра. А еще если с телеконтролем. Ну, у операторов были ассистенты тоже. Камеры Kinor позволяли использовать аноморфотные объективы. Но вот такого последнего выпуска объективы в типа BAS, круглые аноморфоты. И был специально также дезаноморфирующий блок, дезаноморфирующий видоискатель, который менялся. Сейчас мы это все поставим, и позволял видеть разжатую картинку уже широкого формата. Поменяем оптику. Так вот, ласточкин хвост. Мы вынимаем ОКС объектив, ставим BAS, аноморфотный объектив. 150 миллиметровый, допустим. Вот стандартную оправу. Ставим компендиум. И теперь меняем видоискатель на аноморфотный. То есть заменяется сам блочок. Тоже он поворотный. Визир. И также лупа может быть как большая ставится, так и небольшая. Как удлиненный вариант лупы. Так и маленький, да, проще нам будет поставить. Шо не будем снимать. Открываем. Все, широкоэкранная картинка прекрасно видна. Поставим супер объектив 35 ОПФ 18 на эту камеру, чтобы полностью уже показать этого советского киномонстра в действии. Вот такая машина, такая вот пушка получается. От 20 до 120 миллиметров при постоянной диафрагме 3,2. По-моему, это, конечно, здоровские характеристики. Но размеры этого объектива, конечно, с ним не побегаешь при таких размерах. Все кинокамеры семейства Kinor, и 35-миллиметровые, и 16-миллиметровые, поставлялись вот в таких красивых алюминиевых кофрах. Это причем не полный набор абсолютно.
для этой камеры. То есть это были кофры, собственно, для тела, так сказать, тушки камеры, для оптики, для кассет. Также были для компендиумов и зарядных устройств и так далее. То есть это, ну, в принципе, надежные, удобные, хорошие кофры для советского времени. Вполне функциональны. Вот открывались, можно посмотреть, на защелках. И можно посмотреть. И все хорошо упаковалось. Особенно для экспедиций было очень здорово. Такие кофры. Вот зарядные устройства использовались вот такого типа. Аккумуляторы, сколько там, никель кадмиевые. Там много-много баночек таких. Вот, собственно, станция отключающее устройство убирается, называется отключающее устройство ОУ. И подключается зарядное устройство. Так. Вилку переделал уже под евро. Включаем. И что интересно, когда зарядка набирает свою силу, устройство начинает вот так вот петь, то есть такой звук сверчка. Слышите? Вот, значит, зарядка идет. То есть, не знаю, это дефектом не является, так вот и предусмотрено было системой. Вот, но если что когда полностью аккумулятор заряжен, после съемки, после его израсходования нужно обязательно его разрядить с помощью такого разрядного устройства, которое представляет собой отдельный такой шунтирующий блок. Как я понял, там некая катушка, резистор, который садит аккумулятор, причем все банки в нем, до какого-то значения, ну, полностью, для того, чтобы минимизировать эффект памяти. Потом нужно его полностью зарядить опять с помощью зарядки. Довольно-таки хлопотно. Это вам не современный литий-ионный аккумулятор. Но, тем не менее, это работало. И было сделано довольно-таки круто. Вот мы сняли небольшое тестовое видео, игровую сценку с ребятами. Использую вот этот кино на кинопленку Kodak, надо уже просроченную, усевшую 5.2.19 Vision 3. Но сейчас вы увидите, как что он может с анаморфотной оптикой. Сейчас. Почти сделал. О, Диман, здорово. Че ты напугал меня, солдат. О, медалик понавесил. Отличник совковой службы. Ништяк. Ну, че, как сам-то? Да нормально. Это, слышь, здесь надо отметить приезд твой, ну там это, дембель, все дела. Давай у тебя на даче, как всегда, ну, лоха там этого твоего позовем, мелкого. Слушай, так у меня как раз в эту субботу дача свободная. Ништяк, отопыримся. Вот тестовая картинка настояния кадра. Правда, пленка проявлена была вручную, но тем не менее. Безусловно, аппарат 9КСН Kinor 35N весьма интересная модель. Заслуживает большого внимания, хотя как в каких-либо значимых художественных картинах он себя не проявил. Знаю только, что Киноры использовались при съемках фильма «Человек с бульвара Капуцинов», и в одной из сцен, где каскадеры-индейцы прыгают прямо с горы, они однажды ударили кинооператору прямо вот в компендиум ногой, и вот этот видоискатель вошел в глаз, повредив его очень сильно. Глаз чудом спасли в Крыму, съемки проходили в военном госпитале, и оператор остался, в принципе, видящим и здоровым. Но вот больше как бы особо кино не прославился, зато в документальном кино снято очень много картин, особенно сибирской кинодокументалистики, и не только, да, и Свердловских, и на всех киностудиях, и в московских он применялся.
по шкафу пустому. Чика позвонил, закурил окна, потом не себе, не мою Руси дому, не смог объяснить, где родная жена его увезли, а квартиру закрыли согласно закону. Еще до войны ее не нашли, а его посадили на 20 годков за убийство жены. В конце концов, было ясно, что он уже к началу его выпуска стал устаревать по сравнению с зарубежными аналогами. К тому же он не мог использовать современную пленку кодек, которая была рассчитана на негативную перфорацию, бочкообразную. Хотя умельцы переделывали эти киноры, и вот эта камера тоже сейчас переделана на вырезан грейфер и конгрейфер под бочку, под перфорацию кодек. Но, тем не менее, аппарат уже к тому времени безнадежно устарел и не выдерживал конкуренции по сравнению с аппаратами иностранных фирм, особенности ARRI и по уровню шума, и по качеству изображения, и по надежности. Он проигрывал. А в документалистику внедрилась видеозапись, битакам, и нахлынувшая цифра уже окончательно похоронила эти кинокамеры, как и большинство советской кинотехники. Я думаю, что в стране осталось буквально несколько таких экземпляров полностью действующих киноров. Предпринимались попытки модернизации камеры в конце 90-х, 2000-е годы. Московское конструкторское бюро киноаппаратуры выпускало вот такие вот шедевры с микроконтроллерным управлением, ЖК-экранами, расширенными функциями, но все это не пошло серийно, и можно сказать, что вот эта вот камера в таком виде, как мы ее видим сейчас, это последнее, что выпускалось советской кинотехникой, кинопромышленностью серийно. То есть последующим кинокамеры разрабатывались, выпускались отдельными небольшими партиями или экземплярами по заказам каких-то организаций, но серийный аппарат это был последний аппарат Советского Союза. И выпускался он до 1993 года, насколько я знаю, когда уже Советский Союз не существовал, но камеры продолжали мелкими сериями выпускаться. Последние 1993 года были зарегистрированы аппараты. Да, и считаю должное надо отдать советским людям, которые смогли, пусть и скопировать кинокамеры иностранные, но кинокамеры лучшие образцы той техники. Ведь сейчас производство каких-то цифровых камер у нас просто невозможно. То есть, да, были попытки создать цифровой кинор, он выпускался даже некоторыми экземплярами. Российско-белорусское там предприятие хотело и МКБК, но все это разорилось и не пошло в дело. То есть, советского, российского реда так и не получилось у нас. А тогда мы делали все сами и снимали фильмы не худшие, заметьте. Поэтому сказать о том, что это была провальная идеи нет, это, пожалуй, очень достойно, и надо просто преклониться перед теми, которые это создали, и выпускали, и работали с этим. Я буду продолжать рубрику «Камерная панорама», обозревать легендарные советские и зарубежные кинокамеры прошлого. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. И снимайте на кодек.